Данный фонарь сегодня на обзоре совершенно не случайно. У меня был на обзоре HD01 Pro, он мне понравился. У меня был на обзоре HD03, он мне понравился. Это, я могу смело сказать, топчики за свои деньги. Но Wurkas на месте не стоит. И сегодня на обзоре у меня модель HD05. Да, скажете вы, была похожая модель HD02, но как-то она, мне кажется, немножечко была громоздкая. Сразу скажу, светодиод здесь стоит SFT 70.2, 6000 кельвинов у него свет. Цвет будет фонаря у нас серый. Кстати, этот светодиод у них на сайте продается. Я зашел, посмотрел, он стоит около 5 баксов. Он есть, кстати, и на 5000. Вдруг кому-то захочется перепаять. Вводные данные такие. Весит данный фонарь 235 грамм. В длину он 129 миллиметров. Минимальный режим 7 люмен. Максимальный режим 3100 люмен. Также у него есть дополнительный свет, как холодный, так и теплый, и там максималочка около 300 люмен. Также здесь стоит ультрафиолет с двумя уровнями мощности и красный свет. Минимальный 8 люмен, максимальный 90. 90 для красного света очень неплохо. Но хватит сухих характеристик, хочется увидеть фонарик вживую. Так, распакуем, тут все вроде бы продумано. И вот такое вот внутреннее наполнение. Давайте посмотрим, что идет в комплекте. Зеленая инструкция нас предупреждает о том, что нужно вытащить заглушку бумажную, иначе работать не будет. Добро пожаловать в семью Wurkas. Шнур Type-C, толстенький, не длинный. Две запасные резиночки, темлячок. Вот такая вот инструкция. Ой-ой-ой-ой-ой. Фигура 11. 11 режимов работы. Нужно будет немножечко почитать. Ну и наконец-то сам фонарь. Вот он, красивый, темно-серый. Практически потайная клипса. 235 грамм, я вам скажу, в руке ощущаются. Но, кстати, сидит довольно удобно в руке. Светит эта штука максимально 300 люмен. У нее есть и 3000 кельвинов, и 6000 кельвинов. И самое интересное, у него Кри 90%. Внизу у нас красный светодиод и ультрафиолетовый. Вам данная форма ничего не напоминает? Мне, если честно, она напоминает пистолетную форму. И в некоторых бюджетных фантастических фильмах можно использовать в качестве оружия, ну, к примеру, какой-нибудь бластер. Так, а если серьезно, давайте попробуем, как вращается вот этот вот фонарь. Можно вверх направить, можно вниз, можно в бок. Кстати, клипса, смотрите, держится сразу на 3 винтах. Я думал на 6, но смотрю внутрь, там больше никаких нету, вот только вот эти вот 3. В хвостовике есть резьба, можно установить на штатив. Конечно же, это дело мы все проверим. Что еще интересного? Конечно же, переключатель режимов. Написано, что он магнитный. Так это или не так, подтвердить не могу. Переключение идет механическое, приятно идет. Тут 3 положения. Центрально это основной свет, справа красный свет, слева ультрафиолет. Также у нас есть порт Type-C. В хвосте есть отверстие под темляк. Стекло, кстати, идет у нас просветленное. Возможно, это в реальности не сильно влияет на яркость, но, опять же, потеря даже 0,5% на 3000, это, в общем-то, довольно-таки заметная потеря, поэтому чем лучше будет стекло пропускать свет, тем больше света мы получим. Сразу не заметил, а красные ультрафиолетовые светодиоды тоже прикрыты стеклом. По насыщенности режимами HD01 Pro был, конечно, хорош, но вот по качеству и по ощущению в руке это уже немножко другой уровень. Для любителей съемных аккумуляторов это просто праздник. 21700, встроен магнит, а вот такая вот позолоченная пружинка, а вот эта заглушка, которая нам мешала включать. Аккумулятор 21700 идет укороченный, скорее всего он без встроенной защиты идет и может выдавать большой ток, а защита встроена в сам фонарь, этого вполне себе достаточно для того, чтобы не убить аккумулятор. Резьба хорошо смазана, закручивается приятно. Посмотрите, что я заметил. Дополнительный свет включается автоматически. И, кстати, он фиксируется вот здесь вот, как видите, такой шарик. Собственно, отсюда небольшой звук и происходит. Смотрите, он сейчас выключится. И включится. Wurkas. Это гениально. Ушел на полевые испытания. Пользовался я данным фонарем уже около 2 недель. И созрели, как обычно, выводы. Давайте для начала, наверное, взвесим, потому что он очень массивный. 238 грамм. Длина 13 сантиметров. Толщина 26 миллиметров. Высота 37 миллиметров. Но, несмотря на свои размеры и вес, он отлично сидит в руке. За счет вот этой нижней скошенной грани просто идеально садится в руку и с ним приятно ходить. Конечно, в кармане вы его не потаскаете. Но клипса оказалась реально полезная. Единственное, конечно, мы его убираем не внутрь кармана, а наружу. Легко садится на карман, легко снимается и, в общем-то, вполне себе комфортно с ним можно ходить. Конечно же, не целый день, а только на то время, когда он вам реально нужен. Для начала, я думаю, стоит рассмотреть управление. Кстати, в центре кнопки встроен светодиод. До 75% он горит, потом мигает зеленым, потом начинает на 50% гореть красным. И когда уже начинает мигать на меньше 25%, ну, желательно уже идти заряжать. Само управление простое и понятное, но вот этот вот вариант управления, когда плавно изменяется, но при этом предсказуемая яркость, мне понравился. И вы можете переходить в 3 режима. Давайте проверим. Итак, одно нажатие, и мы переходим в последний режим, который вы использовали. То есть вы выбираете, к примеру,
чуть поярче, либо чуть потусклее, и в этом режиме он как выключится, так и включится. Если же вам нужно перейти в максималочку, просто жмете 2 раза, в минимальный точно так 2 раза и переходите в минимальный, а минимальный, напомню, это 7 люмен. По большому счету вам 3 режимов более чем достаточно. Минимальный, максимальный и тот, на котором вы реально светите. Тем более его можно скорректировать как вверх, так и вниз. Кнопка прожимается приятно, случайных нажатий явно не будет, но если вдруг вы переживаете за это, здесь есть режим блокировки. 1, 2, 3, 4. Все, фонарик заблокирован. 4 нажатия и, естественно, блокировку снимаем. Сразу же покажу, как он светит в саду. Как вы видите, даже на 7 люмен он, в общем-то, ближнюю дистанцию немножко подсвечивает. Начинаем плавно увеличивать. И, как вы видите, на максимальной яркости он просвечивает максимально далеко. Как вы можете видеть, хорошо освещает даже деревья, листву, хотя это не все фонарики делают. Далее, если такая яркость не нужна, просто уменьшаем плавно яркость. На минималочке он 2 раза моргнет. Отвлекся на свечение на улице, чуть позже покажу, как он светит в других ситуациях. А пока давайте перейдем к дополнительным режимам. Ну, во-первых, это красный свет. Реально толковый красный свет. Он меняется от 8 люмен до 90. 90, конечно же, он будет держать не все время. Он постепенно перейдет в 50 люмен, но этого тоже вполне себе достаточно. Даже для того, чтобы, к примеру, ходить по лесу. Вот таким образом ночью данный фонарик красным светом светит в лесу. Как видите, все отлично просматривается. Если же начинаем светить на ближнюю дистанцию, то яркость даже слегка избыточная. Такая яркость, если честно, редко встречается в красных светодиодах, которые ставятся в фонари, тем более плавное изменение. Вот это вот вообще толковая фишка. И вот за счет того, что можно менять яркость, его реально использовать. К примеру, на той же рыбалке, если вы не хотите привлекать комаров, вы можете посмотреть на снасть, сменить наживку, что-то распутать, кому-то что-то запутать. Такой красный свет реально имеет место быть. Пока это, наверное, лучший красный свет из последних протестированных фонариков. Здесь есть также неплохой ультрафиолет. Он, конечно, не сверхмощный, но у него есть 2 режима. Это уже хорошо. И на максимальном режиме он греет руку, а это значит, что пару ватт мощности у него есть. Либо же, как пишет производитель, 700 милливатт и 1600 милливатт на сантиметр квадратный, что бы это ни значило. Как вы видите, если будем светить в ванной, то это реальные 365 нанометров. Пластики, всякие жидкости хорошо отражают свет, очень хорошо видны следы жизнедеятельности, даже веточка, которая почему-то мне попала в ванную, неплохо светится, потому что на ней всякие грибки. Некоторые пластики вообще светят как фонарь, и там, где, казалось бы, должно быть чисто, если мы используем ультрафиолет, то находим кучу всяких ненужных штук, которые желательно бы помыть. А если кинуть бумагу в унитаз и посветить туда этим ультрафиолетом, получается какой-то туннель в будущее. И самым показательным является дневной, именно дневной свет на купюрах. Потому что ночью даже плохой ультрафиолет будет высвечивать всякие знаки, а вот днем только нормальный высвечивает. Сзади всякие звездочки и дополнительные знаки тоже светятся. В общем, как детектор для купюр, вполне себе годная штука. Вуркас решил не останавливаться на магните в задней части. Кстати, магнит получился хороший. Несмотря на то, что тушка тяжелая, он эту тушку держит без проблем. К примеру, ночью можно вот таким образом разместить его где-нибудь на ключнице, и он будет выполнять роль подсветки в коридоре. Но, как видите, здесь есть отверстие, и его можно закрепить, к примеру, на штатив, если вам нужно сделать какую-то подсветку, либо направленный свет. Вот таким образом, к примеру, закрепляю над столом, и можно что-то подсвечивать. Также таким образом можно использовать его, к примеру, на природе, закрепили на штатив, если вы вдруг взяли штатив и освещаете какую-то площадь, и всю ночь как бы можно без проблем хорошо ориентироваться на той же рыбалке. И так как я ничего плохого еще про максимальный режим не сказал, вы понимаете, что с этим здесь все хорошо. Вот таким образом выглядит светодиод. Как видите, он намазан термопастой. С теплоотводом здесь проблем быть не должно. Я внизу оставлю ссылку на этого обзорщика. Он любит разбирать фонари, причем делает это все довольно быстро. Вот таким образом он снял верхнюю часть. И как видите, там все хорошо, все прорезинено. Есть реальная водозащита. На светодиод идут реально толстые провода. Опять Остапа понесло. Итак, переходим в максимальный режим. Конечно же, я его проверил. Включаем. На 15 секундах он почему-то теряет 10%. Такое бывает. Но, если вы заметите, он дальше продолжает держать яркость вообще без проблем. Он ее держит целую минуту 20 секунд. Я вам скажу, больше минуты очень редко какой фонарик, тем более с такой яркостью, держит эту яркость. Далее идет довольно быстрое проседание до 950 люмен, которые являются рабочими, в которых он может светить больше 2 часов. Как вы поняли, с основным светом у данного фонарика все хорошо. И несмотря, что он довольно далеко просвечивает, у него нет четко выраженного центрального пятна. И, к примеру, если светить в лесу, то даже на минимальном режиме уже можно идти, если в лесу полностью темно. А если постепенно будем увеличивать яркость и доведем до 3100 люмен, просматривается практически все как днем, а то и лучше. Дальше можно уменьшать до нужной яркости, либо полностью уменьшить до тех же 7 люмен и дальше продолжать экономить аккумулятор. Кстати, на максимальной яркости данный фонарик прогревается вот таким образом. И, как вы видите, распределение тепла вполне себе приличное. И можно даже зимой немножко погреть руки.
И в моих глазах качество Вуркаса продолжает расти и расти. Но если вам нравится светить ближним рассеянным светом, здесь Вуркас придумал вот такую вот штуку, которая на 135 градусов вот таким образом открывается, при этом еще и крутится. С ним можно прийти как с обычным фонарем, если нужно близко светить. То есть вы выбираете удобное направление света, к примеру, вот так, и идете ночью. Вот таким образом это все выглядит. Максимальная яркость 300 люмен, и ее более чем достаточно для того, чтобы светить на ближние и среднеближние расстояния. С теплопроводностью здесь тоже все отлично. Вы скажете, довольно горячо. Я вам скажу, для светодиодов это вообще без проблем. Главное, чтобы руку не обожгли. Вот. Но хорошая теплопроводность означает, что светодиоды будут долго жить и ничего с ними не случится. Кстати, изменение угла довольно упругое и приятно проворачивается. Фиксируется все это подпружиненным шариком. В момент закрытия, конечно же, выключается. Однократное нажатие и удержание. Меняем цветовую температуру. Здесь есть как 6000, так и 3000 кельвинов. Допустим, вы решили брать не Air, а взяли Neo, а там подсветки нету, и тут вас выручит Вуркас. Также можно светить за монитор, потому что в полной темноте прямое свечение в глаза не очень полезно, а если есть боковая засветка, то, во-первых, глазу приятно, не так устает, во-вторых, все это выглядит довольно-таки интересно. Если уж попытаться докопаться, то если выставить идеальную соосность и закрыть, но эта проблема элементарно решается, поднимаете, чуть-чуть проворачиваете, закрываете, и фонарик будет абсолютно тихим. Уж не знаю почему, но Вуркас решил сюда не встраивать пауэрбанк. А давайте проверим, освещает ли он большие площади. К примеру, мы находимся на стоянке, включаем на 7 люмен и потихонечку начинаем увеличивать мощность. И как видите, на максималочке 100 метров он пробивает просто идеально. 100 и более метров освещены более чем достаточно. И, конечно же, эту мощность можно скорректировать, сделать поменьше, либо же полностью уменьшить яркость. Раз есть отверстие для темляка, значит нужно попробовать одеть. Если боитесь потерять, можно, конечно же, использовать темляк. Но, на мой взгляд, он здесь не очень нужен, лучше повесить на карман. В итоге мы получаем отличный фонарь с максимальным количеством функций, с хорошим временем работы. Единственное, нельзя использовать как налобный. И по цене. В коротком видео писали, довольно дорогой получился. Я опять же писал вам, что можно подождать скидок, и сейчас он на официальном сайте 54 евро. Для такого фонаря и такой насыщенности функциями, мне кажется, очень оправданная цена. Уточню, что эта цена, конечно же, на момент выхода ролика позже может меняться как в большую, так и в меньшую сторону. Мне кажется, это доведенный до ума HD02. Да, там был лазер, но, на мой взгляд, как я уже говорил, не самая полезная функция. Плюс 2 дополнительных света мне кажутся излишними. Одного дополнительного света более чем достаточно, за счет чего фонарик стал более компактным и более монолитным. HD05 от Вуркас смело могу рекомендовать, явных и неявных косяков не выявлено. Получился отличный универсальный фонарь. Чуть не забыл, здесь же есть стробоскоп. Он включается 3 нажатиями. Раз, два, три. Он яркий и с изменяющейся частотой моргания. В общем, если кого-то захотите засветить, стробоскоп также есть.